Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я продолжу тему брака, почему сейчас для мужчин в настоящее время брак не актуален, и мужчины все реже и реже делают предложения. И к предыдущему своему видео на эту тему я получила такой достаточно большой отклик, много комментариев, и в этом видео я отвечу на какие-то комментарии, и они прям, знаете, засели в голове, думаю, вот я запишу видео и обязательно скажу свое мнение. По комментариям я поняла, что мужчин, конечно, очень, мужчина переживает, что говорить, переживательная такая тема, потому что любовь уходит, выходит на самое главное, это деньги, это вот материальная составляющая, и я поняла, что мужчины все равно больше в основной массе своей настроены на что-то настоящее, что-то искреннее, и как раз идет по этому поводу переживания. Судя по тому, что комментарии женщины практически не пишут, то есть эта тема, видимо, женщин не интересует, их интересует что-то другое. Я хочу в первую очередь задать вопрос вам, мужчины, вас прям очень сильно бомбит на эту тему, на тему алиментов. Вот кто-то мне из комментариев написал, что он, там, как я поняла, 10 тысяч в месяц он отправляет мне, да, платит эти алименты. Вот у меня вопрос, вы когда вступали в брак, вы как-то осознанно подходили к этому? То есть вот когда составляется какой-то, вы купили, не знаю, машину, вот вы читали договор, где было бы написано, что за этим последует, да, что вы должны или что не должны, в общем, эти некие правила, потому что, конечно, брак — это сделка, это, конечно, в брак, можно сказать, вы втроем, я, любимый и государство, то есть это некая защита, и некие правила защиты женщины, некие или ребенка, здесь даже больше, наверное, ребенка. Я, с одной стороны, понимаю, что для мужчины неприятно, когда, как сказать, история закончилась. Просто вы, мужчины, искренне верили, да, что вот любовь, она будет до конца гроба. То есть все вот такие вот наивные. Просто если бы более осознанно был подход к браку, прежде чем в него вступить, нужно 33 раза подумать, и нужно понять, да, что вы будете, естественно, вы думали, вы какие-то плюшки будете от развода получать, естественно, только одни минусы. Минус в том, что вы должны платить эти алименты, но это ваш ребенок. Одно дело, конечно, я понимаю, когда вы должны там женщину еще, к примеру, содержать, или вы понимаете, что на эти деньги, но я думаю, на 10 тысяч вряд ли женщина прям будет шиковать, с учетом того, сколько сейчас кружки, детские садики стоят и все остальное, да, одни там подгузники сколько стоят. Кто-то мне писал в комментариях про царские времена, что вот раньше в царское, слушайте, мы, во-первых, не в царское время уже живем, да и, в принципе, может быть, и слава богу, потому что если почитать про царские времена, да, то там женщина, она вообще просто, я не знаю, наверное, была человеком, наверное, вот, то есть женщина там должна была и ночью плести что-то, хозяйством заниматься и всем остальным, то есть, а потом вот вы такие любители у нас моделей девушек или фигуры такая спортивная, а вы знаете, что в царские времена, например, вот ценились женщины в теле, потому что считалось, что они здоровые, а вот такие худосочные, которые вам сейчас нравятся, они вообще были не в топике, вообще это считалось очень болезненным, и она не может вынести, и такая женщина не могла вынести ребенка. А потом средний возраст выхода замуж был 14-18 лет. И дети в царское время могли до 18 лет даже не дожить до своего совершеннолетия. И к этому тоже спокойно относились. То есть вам, вот мне продолжить, что там еще было в царское время? То есть вот просто даже, мне кажется, этого будет достаточно к вопросу о том, возвращаться в царское время или нет. Конечно, сейчас в современном мире подменяются понятия, и я, в принципе, думала о том, что может заставить вернуть вот в тему даже не то, что брака. Вот брак — это же не панацея. Вот я себе задаю вопрос, а как сейчас серьезно относиться к браку, если, извините, у нас госпошлина на госуслугах 600 рублей, чтобы развестись, и при этом даже не надо выходить из дома, чтобы это сделать. Ты можешь просто онлайн подать, еще к 600 рублей добавьте 200-300, если вы хотите
можете голубями почту отправить. Ну, я имею в виду, да, почтовые расходы. 900 рублей, 1000 рублей, максимум у вас выйдет ваш развод. И к чему мы приходим-то вообще? Сравнивая даже развод с Западом, где там нужно адвоката нанять, это огромный там процесс, он длится очень-очень долго, там полгода минимум это вся происходит ситуация. Плюс там должны за вами следить, как вы там действительно вы живете раздельно, не раздельно, то есть должен быть какой-то свидетель, да. Раньше, кстати, тоже в России государство следило тоже за разводом, что-то такое. Да. Сейчас, кстати, задумались о том, чтобы вот налог снова вернуть и демографию, налог на бездетность, которая вот раньше была, да. Сейчас тоже об этом стали говорить, то есть демографию поправлять, потому что с этим тоже проблемы, а дальше будут еще большие проблемы. Вот, и да, и раньше, в принципе, вот все время так возвращаешься, да, вот раньше там было хорошо, а сейчас, раньше просто были более образованные люди, поэтому более мыслящих много людей было, но раньше не было свободы. И раньше, раньше получалось так, вот как государство скажет, так оно и будет. А сейчас, собственно, вот нет каких-то общих таких правил, но есть все равно общее течение, общее направление. Вот раньше, например, было такое, что вот я тоже читала, как, например, раньше не было вот такого обязательного, чтобы мужчина должен был добиваться прям вот какие-то подарки сумасшедшие. Раньше все были равны. По сути своей, да, там много историй, когда мужчины и женщины начинали союз там с одной вилки и с одной ложки. Больше ничего не было. И поэтому и у женщины изначально, вот я даже спрашиваю более взрослое поколение, а было вот такое вот там, что что-то можно от мужчины получить? Нет, сразу такие, да ты что, раньше вообще такого не было. Притом, кстати, самое удивительное, дети появлялись гораздо раньше, там где-то примерно 24. У всех образование, но образование раньше было бесплатное, сейчас тоже как бы, да, моменты этого, да, и детские садики, и кружки, все платно, просто жизнь очень дорогая стала. Это, вот, знаете, жизнь, как бы, динамика жизни, динамика цен не поспевает за реальностью людей, за реальностью в том числе мужчин, которые вот как бы остались с этой зарплатой, как и многие, да, там, к примеру, средняя 30 тысяч по России, да, там, я могу ошибаться, если что, так, на всякий случай, а то тоже сейчас начнут там, да какие 30 тысяч, там, 27 или 25, я в среднем просто вот, к примеру, 30 тысяч, да, да ты вообще попробуй на эти 30 тысяч один прожить, если уж я говорю там про наши цены сейчас нынешние. Поэтому динамика цен не поспевает за реальными ресурсами настоящими людей. Поэтому здесь уже человек себя сам не может прокормить один, что ж уж говорить про семью. Так сложилось, что женщина рожает, а не мужчина. Вот женщина сначала должна быть в декрете, да, не в декрете, а сначала она беременна 9 месяцев, потом у нее декрет, там, год, 2, да, или больше. Потому что это же важный период для женщины быть в декрете с ребенком, потому что из психологов кто-то считает, что формирование личности ребенка закладывается до 3 лет. Поэтому женщина, конечно, хочет понимать, что мужчина сможет ее содержать, и мужчина сможет содержать ребенка ее. Она в декрете, вот как? То есть мужчины тоже хотят патриархата. Женщины тоже сейчас проблема в том, что женщины хотят все оставить, чтобы и мужчина там, да, ухаживал за ней, все было супер-пупер, но при этом они сильные, они сами уже диктуют свои правила, они показывают свой характер, но нет, так не может быть. То есть кто, как говорится, заказывает музыку, тот там ее и танцует. Я думаю, что должны быть какие-то такие вот центральные люди, да, какая-то такая идеология должна сформироваться. Как помните, раньше, например, вот когда все хотели пересадить на мотоциклы, да, не на мотоциклы, а эти самокаты или велосипеды. С чего начали? Помните, баннеры такие были, и там известные там публичные люди стояли около велосипеда и говорили:
это круто, выбирай это, типа машина, минусы, пробки, да. Ну, то есть вот всегда же это так работает в сознании, что если какой-то известный человек говорит, что это круто, значит, наверное, это круто. Для большинства людей это работает. Я всегда за то, чтобы каждый человек для себя сам выбирал, что для него нужно. Но, тем не менее, если говорить про большинство, то это работает. Потом мы живем в государстве, где, ну, огромное количество, миллионы людей, которых нужно, скажем так, да, в узде держать, поэтому везде на планете существуют какие-то правила. Если бы не было правил, то люди бы просто делали бы непонятно что. Вот, знаете, например, есть Абрамович, по-моему, такая художница, вот, в Голливуде. Она там какие-то перформансы устраивает, у нее своя книжка есть, я не хочу там ее популяризировать, да, у нее такое очень своеобразное творчество, но она провела эксперименты, и она была сама таким вот экспонатом, который встал, и ее можно было там тыкать, что-то там сначала там как-то, ну, в общем, нет, можно было все что угодно делать с ней, то есть вот вообще. И вот она потом описывала то, что на самом деле людей ничего не останавливало. Вот вся сущность человека, она проявилась в том, когда можно все, абсолютно. И люди там начали уже там и кожу резать ей, и там до крови, и там тыкать в нее, и одежду рвать. То есть вот эта сущность, да, человека проявлялась. Это очень интересно такое наблюдение. Поэтому нужны, естественно, везде правила. Потому что не может человек вот просто существовать и делать все, что хочет. Вот, это тоже такой момент важный. И государство, конечно, должно стимулировать на здоровые семьи, тем более у нас там год семьи объявлен, да, и баннеры сейчас висят, вот, любить по-русски, там, да, вообще, вот, тема любви, возвращение семьи, ну, к теме семьи, да, вот эта любовь. Нужно, например, говорить, что любить искренне — это модно, к примеру, да, или что-то такое. Ну, не модно, но я так условно, да, вот на молодежный сленг. То есть показать, что вот нужно это выбирать. Если вы, например, мужчина, серьезно относитесь и не хотите вступать, проговорите это женщине, девушке, с которой вы встречаетесь, и скажите об этом честно. Но вы же как? Вы хотите получить все от девушки? И все, и при этом ни алиментов не платить, и ничего не делать. То есть вот опять же жить в этом гражданском браке, где просто никаких обязанностей, просто жили-жили, расписались. Просто очень много случаев бывает, когда девушка сначала соглашается, знаете, такую как демо-версию предлагает, да, то есть посмотри, как может быть. Как, к примеру, там, не знаю, приложение Apple взять. Вы можете зайти в какую-то игру, поначалу посмотреть, мне эта игра понравилась, но для того, чтобы в нее играть, нужно оплатить это приложение, эту игру. И у девушек такое тоже, вот особенно молодых, вот почему я люблю девушек постарше с опытом, потому что девушки уже как бы, понимают, как правильно выстраивать отношения, как честно, более честно к этому относятся, и слушают свое тоже я. А вот более молодые вот эту демо-версию показывают, и здесь оба разочарованы, потому что мужчина уже настроился на то, что у меня все есть, без брака, а девушка говорит после того, как она это показала, эту демо-версию, говорит: хочешь продолжение, хочешь полную версию, давай-ка делай предложение, да? Что-то мне нужно от этого. Кто-то мне написал про то, что я сказала в прошлом видео, о том, что мужчины в 40 лет, некоторые сейчас живут с мамой, и это как бы, типа, я не права, да, а почему женщины тогда живут с мамой в такое время? Слушайте, мы что, теперь будем сравнивать и женщину, и мужчину? Я, конечно, понимаю равноправие, но одно дело, когда женщина живет с мамой в такое время, хотя я могу сказать, у меня есть знакомая, которая живет с мамой в 40 лет, и она только делает вид, что она самостоятельная. Она вообще ни разу не самостоятельная, мама ей готовит, она вот как ребенок такой, поэтому это неправильно ни для женщины и не для мужчины. Считаю, что чем раньше вы отправитесь из родительского дома в путешествие под названием «Своя жизнь», тем для вас будет лучше. Я так искренне считаю. Я считаю так для каждого человека. Не имеет значения, женщина это мужчина.
это будет лучше. Это мое мнение. И опять же, с общением в большом количестве людей все равно всех тревожит вопрос любви, всем хочется этой любви. И брак, подытожу, да, видео, брак не панацея, абсолютно не панацея. И поэтому, мне кажется, как альтернатива можно просто, я, кстати, знаю несколько таких семей счастливых, которые долгое время жили просто вот в этом самом гражданском браке, ну просто жили вместе. И потом, через какое-то время оформили, ну именно уже вступили в брак. Но это было вот настолько осознанное решение. Они вступали, потому что там, ну нужно было очень... Некоторые же не вступают в брак или не расторгают, или не меняют фамилию из-за того, что очень много проблем, потом вот этих вот документов, да, все. Поэтому вот, как я говорила в прошлом видео, сознание нужно обязательно менять, нужно что-то делать. Вот, ну, мы должны сейчас, технологии всякие, да, цифровые, все это, ну, мы не должны отставать, мы тоже люди, должны развиваться, мы как-то должны противодействовать этому всему процессу, который хочет просто разобщить людей и в том числе просто разрушить нормальное понимание семьи, нормальное понимание любви, отношений, и поэтому не нужно поддаваться этому, обязательно размышляйте, думайте, как вам комфортно, и все равно надо верить в лучшее, надо верить в настоящее и верить в любовь. Сегодня немножко такая философское такое у меня настроение, вот, и, в общем, увидимся уже завтра. До новых встреч, пока.